За один день произошло нечто экстраординарное. Все это время Джейден имел привычку смотреть на свои штаны. И его мать не могла понять, почему. Сначала его мать Дейзи предположила, что это связано с развитием Джейдена, но быстро поняла, что дело не только в этом. Для Дейзи это было впервые. Женщина даже решила набрать 911, прежде чем узнала, что происходит на самом деле. Джейден, маленький любознательный ребенок, начал ходить несколько дней назад. Дейзи почти сразу заметила, что он с удовольствием изучает что-то новое. Он обследовал весь дом, подбирая различные предметы, чтобы рассмотреть их поближе. Любопытство разожгло интерес Джейдена. Дейзи понятия не имела, что его действия вскоре приведут к обращению в полицию. Это был обычный домашний день. И Джейден был занят осмотром окрестностей и поиском новых предметов для игр. Дейзи сначала не обращала внимания на его взгляд, устремленный на нижнее белье, пока не поняла, что это было. Что еще более странно, он повторил свое поведение на следующий день и еще через день после этого. Нет, Джейден не просто оглянулся и продолжил прогулку. Он просто стоял и пялился на свое нижнее белье, как ему показалось, около получаса. Дейзи была озадачена поведением Джейдена и хотела выяснить, не прячет ли он что-нибудь в своем нижнем белье. Несмотря на все ее усилия, Дейзи не обнаружила ничего необычного в нижнем белье Джейдена. Ей показалось странным, что он так долго пялился на нее, но она отметила это как то, что делают все. Прошло несколько дней, и Джейден каждый день повторял одну и ту же процедуру. Иногда он по 30 минут стоял в гостиной и рассматривал свое нижнее белье. После некоторого расследования Дейзи узнала кое-что новое. Это сделало поведение Джейдена еще более странным. Она обнаружила, что у него был ежедневный ритуал проверять свое нижнее белье каждый день в одно и то же время, ровно в 12:13. Этого не может быть, верно? Вопрос в том, почему именно сейчас? Дейзи присмотрелась повнимательнее, чтобы убедиться, что Джейден ничего не скрывает. Но не в этот раз. Для нее абсолютно ничего не имело смысла. Во время визита Лизи, подруги Дейзи, Джейден рассказала о своих действиях. Благодаря Лизи Дейзи теперь поет по-другому. Важно помнить, что Дейзи и отец Джейдена больше не пара, если вы хотите увидеть полную картину. Джейден и его родители расстались вскоре после его рождения. Отношения между ними ухудшились до такой степени, что они больше не были в хороших отношениях. Раз в неделю Джейден проводил время со своей мамой. До недавнего времени Марк был отцом Джейдена. Дейзи объясняла Лизи поведение Джейдена, когда Лизи спросила, причастен ли к этому Марк. Дейзи наконец поняла, что происходит. На самом деле, за несколько недель до этого произошли некоторые тревожные события. Тем временем Дейзи завела нового приятеля. Он доставил ей огромное удовольствие. Его звали Дэйв. Узнав об этом, Марк совершил поступок, который очень огорчил Дейзи. Вероятно, Марк был одинок после разрыва с женой. Несколько недель назад Марк оставил письмо в почтовом ящике Дейзи. В нем он написал Дейзи несколько крайне обидных слов. Далее он сказал, что превратит ее жизнь в ад, и что он не может поверить, что Дейзи так быстро ушла от него с новым кавалером. Как в таком случае письмо Марка могло объяснить действия Джейдена? По этому поводу у Дейзи возникла довольно необычная идея.
Однако, как бы то ни было, она не считала невероятным, что такое может произойти. Услышав это, Лиззи согласилась с ней. Для нее это было вполне вероятно. Одну неделю Джейден оставалась с Марком, а на следующую — с Дейзи. Марк ранее выражал желание посеять хаос в жизни Дейзи. Марк, несомненно, ревновал. Что, если Марк хочет использовать Джейдена, чтобы навредить Дейзи? Дейзи предположила, что за необычным поведением Джейдена стоит Марк, а не то, что он научил его этому. Очевидно, не случайно Джейден начал каждый день в одно и то же время поглядывать на свои штаны. Должно быть, происходило что-то еще. Дейзи была в ужасе от того, что Марк собирается прослушивать ее, и что Марк получает доступ к личной информации Дейзи с помощью чипа в штанах Джейдена. Дейзи подумала, что, возможно, этот чип периодически издает специфическую вибрацию, возможно, для его активации. Что, если ровно в 12:13 этот чип был активирован? Дейзи подумала, что время также имеет смысл, потому что Джейден в настоящее время проводит все свои дни со своей мамой. Дейзи не всегда появлялась с утра пораньше. От нее требовалось всего 4 часа в день. По утрам Джейден оставался под присмотром няни. Так продолжалось каждый день до полудня. Поэтому время с 12 до 13 было выбрано как оптимальное для активации чипа. Дейзи и ее ребенок в это время всегда были дома. Для верности Дейзи еще раз осмотрела брюки Джейдена. Обнаружить в них что-либо интересное было бы большой редкостью. Дейзи считала, что вероятность того, что это чип, была высока. На этот раз она была готова. К счастью, Джейден всегда с ней сотрудничал. И снова у Дейзи ничего не вышло. Для нее абсолютно ничего не имело смысла. На этот раз она также решила проверить его подгузник на предмет спрятанных предметов. Возможно, это место что-то скрывало. Если она ничего не найдет здесь, она всегда может проверить обувь Джейдена, хотя и не думала, что там есть большой шанс что-то найти. Дейзи твердо решила найти чип, несмотря на то, что поиск подгузника Джейдена был сопряжен с большими трудностями. К сожалению, ее усилия снова не увенчались успехом. Она так же, как и следовало ожидать, не обнаружила никаких обломков в кроссовках своего сына. План, который придумала Дейзи, был свежим. Если все пойдет хорошо, это сработает. Дейзи была уверена, что Марк прослушивает ее, несмотря на то, что она не смогла найти чип. Поэтому, естественно, она придумала хитрый план, чтобы заманить Марка в ловушку. Она решила набрать 911. Правда, не таким особым образом. Она рассчитала время так, чтобы Марк узнал об этом ровно в 12:13. Марку нужно было это услышать, чтобы он понял, что Дейзи его раскусила. Ее целью было заставить Марка впасть в бешенство. Она надеялась, что Марк заблаговременно побеспокоится о том, что его заберет полиция. Ее мотивом была месть. И сейчас было самое подходящее время. Теперь агенты были на пути к Дейзи. Когда в отчете был упомянут ребенок, полиция, естественно, отнеслась к этому серьезно. Группа полицейских также немедленно отправилась к дому Марка. Это гарантировало, что у Марка не будет времени скрыть какие-либо улики. Они появились в обоих местах. Пока Дейзи ожидала прибытия агента, Марк был застигнут врасплох. Марк был доставлен в полицейский участок без промедления. Почему он ничего не знал? Почему он до сих пор не смог подслушать, что говорит Дейзи? Он недоумевал, во что его втравили по дороге туда. А потом он понял это. Но он не осмелился сказать ни слова об этом. Когда другие полицейские навестили Дейзи.
Дейзи они поинтересовались, как там Джейден. Они смогли бы обнаружить любой чип, поскольку были оснащены современным детектором. Естественно, Дейзи одобрила визит оперативника. Даже Джейден был не против. Он нашел это забавным, несмотря на то, что ничего не понимал. Сотрудники правоохранительных органов оказались ни с чем. Дейзи была совершенно сбита с толку. Знал бы Марк, что Дейзи собиралась обратиться в полицию, если бы не привел Джейдена к ней несколько дней назад. Дейзи думала, что полицейские смогут узнать больше в участке. Тем временем Марк стал объектом интенсивных расспросов. Тем не менее, он был ошеломлен, узнав, что это произошло не по той причине, которую он предполагал. Он был сбит с толку необычным подходом полицейских к расследованию. Чип в штанах его сына? Зачем он это сделал? Ему было любопытно, откуда у агентов такая идея. Из-за записки, которую он оставил в почтовом ящике своей бывшей жены, Марк был убежден, что его арестовали. Однако полиция сообщила не об этом. Марк не смог ответить на их вопросы относительно чипа, которые они неоднократно задавали ему. Даже после дополнительных объяснений Марк все еще был в полном замешательстве. Допросив Марка и проведя расследование в отношении Джейдена, полиция установила, что его история о чипе была ложной. Другими словами, Марк мог вернуться к себе домой. Вернувшись, он позвонил Дейзи. Он решил рассказать Джейдену о случившемся, потому что она несла за это определенную ответственность. Когда прибыли копы, Марк не знал, что Дейзи позвонила. Как только Дейзи подняла трубку, он начал рассказывать свою историю. Он поделился с Дейзи подробностями инцидента. Он поинтересовался, наносили ли ей визит представители правоохранительных органов. Дейзи была застигнута врасплох. Она не могла поверить, что Марк еще не догадался о ней. Значит, у него все-таки не было возможности узнать о ее планах. Но это означает, что Дейзи так и не приблизилась к разгадке странного поведения своего сына. И все же каждый день в одно и то же время Джейден вел себя странно. На этот раз Дейзи решила рассказать правду своему парню Марку. Она призналась ему, что это она набрала 911. К своему ужасу она поняла, что ее первая оценка чипа была неверной. Они говорили о том, что она не доверяла Марку после того, как он написал ей то мерзкое письмо. Марку это было ясно. Он знал, что с его стороны было жестоко писать ей подобным образом. Он знал, что это вызовет подозрение у Дейзи. Он утверждал, что действовал импульсивно и несерьезно относился к написанному. Но даже когда все успокоилось, Джадин продолжал вести себя странно. Дейзи поинтересовалась у Марка, не пялился ли Джадин дома в середине дня на что-нибудь у себя в штанах. На самом деле так оно и было. Марку это тоже показалось странным, но он списал это на то, что Джейден просто был ребенком. Он не придал этому особого значения. Подозрения Марка еще больше усилились после того, как Дейзи сообщила ему, что Джейден совершает этот ритуал ежедневно в одно и то же время. Раньше он не обращал на это внимания, но, поразмыслив, понял, что это так. Эти два соучастника преступления решили действовать. Они оба решили вместе отвезти Джейдена к врачу, и Дейзи с Марком отправились вместе. Поведение Джейдена им не понравилось. Возможно, доктор догадывался о причинах такого странного поведения. Если нет, он мог бы провести некоторые исследования. На следующий день они вдвоем отправились в ближайшую больницу. Они пошли к врачу и рассказали о том, что произошло. Для доктора это было новостью. Поначалу он не мог точно определить причину такого странного поведения.
К счастью, в отличие от того, что Марк предполагал изначально, возраст Джейдена не имел к этому никакого отношения. Было решено, что Джейдена осмотрит врач. Он проверил его барабанные перепонки, температуру, частоту сердечных сокращений и состояние желудка. Кроме того, он поинтересовался, достаточно ли Джейден ест и пьет. Оценив состояние Джейдена, он пришел к выводу, что у того отличное здоровье. Однако причина его поступков оставалась загадкой. Сейчас было 12:13. В тот самый день дома с Дейзи Джейден продемонстрировал свое странное поведение. Доктор настоял на личном осмотре. Если бы он это сделал, у него было бы больше шансов понять действия Джейдена. Они назначили новую встречу. На следующий день Дейзи и Марк навестили Джейдена. В полдень доктор собирался навестить Джейдена, чтобы узнать, как у него дела в последние несколько недель. Однако ровно в 12:13 произошло нечто экстраординарное. Даже с Дейзи и Марком Джейден отличался от своего обычного поведения. Для них все это не имело никакого смысла. Даже врач был в недоумении. Как Джейдену удалось внезапно перестать пялиться на свои штаны? Врач огляделся в поисках ответов. Делает. Джейден не хотел делать это сейчас из-за сложившихся обстоятельств. Возможно, это послужило толчком. Врач назначил повторный визит Джейдену и его родителям, Дейзи и Марку, поскольку все они хотели знать, что является причиной необычного поведения Джейдена. Врач поинтересовался, может ли он навестить Дейзи. Он поинтересовался, сможет ли Джейден прийти, и если да, то подойдет ли полдень. Одним словом, Дейзи согласилась. Она все еще не отказалась от попытки найти корень проблемы. Джейден вернулся к нормальному поведению, когда зашел доктор. Ровно в 12:13 он начал разглядывать свои штаны. Врач осмотрел все очень тщательно. После некоторого расследования он почувствовал, что нашел корень проблемы. Однако это не могло быть подтверждено до тех пор, пока он сам не отправился к Марку домой. Джейден должен был прийти, и он планировал вернуться в полдень. С Марком все было в порядке. На следующий день Марку позвонил домой врач. Джейден снова занялся тем же, чем занимался у Дейзи. В этот момент доктор был почти уверен, что ему нужно перепроверить еще кое-что, прежде чем делать какие-либо окончательные выводы. Дейзи и Марку пришлось еще раз съездить на его рабочее место вместе с Джейденом, чтобы все перепроверить. Они все еще интересовались местонахождением Джейдена и в результате пришли к соглашению. На следующий день они отвезли Джейдена в больницу на машине. Когда часы показывали 12:13, врач провел чудесную процедуру. Он включил радио и настроил его на ту же станцию, которую всегда слушают Дейзи и Марк. Они не могли понять мотивов доктора. Он должен был проверить Джейдена, верно? Почему он был так поглощен радио? Тем временем время подошло к 12:13. Джейден опустил взгляд на свои брюки. На этот раз у него все получилось. Теперь доктор мог сказать с уверенностью. Теперь он понимал мотивы Джейдена. Не было причин для паники. Было бы очень легко забыть об этом. В этом была замешана радиостанция. Каждый день в 12:13 местный диджей начинает живое выступление с электронной танцевальной музыкой. Это подчеркивает проблемы Джейдена с поведением. И все же, как такое могло случиться? Дейзи и Марк оба задумались над этим. Врач предположил, что Джейден видел нечто подобное по телевизору и просто подражал этому.
Подтягивание брюк Джейдена, когда он проявляет странное поведение, и награждение его позже, например, конфетой, может помочь ему забыть об этом. Таким образом, он на собственном горьком опыте поймет, что ему не следует демонстрировать такое поведение. Следуя совету врача, Дейзи и Марк решили приступить к работе. Они уверены, что все будет хорошо. Они рады, что получили объяснение поступкам своего сына и узнали, что это не заслуживает беспокойства. Джейден — исключительно здоровый маленький ребенок. Вам нравится эта трогательная и удивительная история? Если да, то мы приглашаем вас оставить нам комментарий, в котором вы выскажете свое мнение. Если вы хотите продолжать наслаждаться вдохновляющими историями, подобными этой, подпишитесь на наш канал или посмотрите другие видео, показанные внизу экрана. Сотрудничество. Благодарим вас за сотрудничество. Благодарим вас за сотрудничество.